камера, мотор. Кстати, такую хлопушку вы сможете приобрести по ссылке в описании под этим видео, поэтому переходите. Ну а в этом видео мы посмотрим на гибкий LED-свет от компании Sweet, модель SL150P, проведем тесты, он также водонепроницаемый, поэтому будем лить на него воду, ну и естественно проведем тесты по температуре, поэтому давайте начинать, погнали! Итак, давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Начнем с комплекта. Значит, здесь у нас под липучкой сразу же мы сможем найти саму LED-панель. Выход у нас на 5-пиновый XLR, в принципе, как и обычно во всем профессиональном свете. И вот наша сама LED-ка на 150 Вт. Модель, как я уже говорил, SL150P. Выглядит она следующим образом, то есть в кадре, в принципе, полностью меня закрывает. Также в комплекте мы с вами сможем найти, во-первых, блок управления, который также защищен у нас от воды. Здесь у нас есть два диммера, один отвечает за смену температуры, другой за смену яркости. И к нему сразу же идет уже несъемный кабель, также 5-пиновый XLR, для того, чтобы мы могли их соединить между собой. Делается это все вот таким вот образом. Все кабелечки у нас прорезинены, поскольку, опять же, все это водонепроницаемое. Далее идет обычный 3-пиновый кабель питания и блок питания также с XLR, который у нас уже подключается в наш блок управления. Здесь подключаем, и клавиша включения у нас также находится под резиновой заглушкой, то есть эта вся история у нас водонепроницаемая. Но в чем еще плюс? В том, что это все работает от V-маунта. У нас есть водонепроницаемый V-маунт, поэтому мы к вот этой вот базе подключим водонепроницаемый V-маунт и в таком комплекте попробуем налить на это все воду. Что касается самой LED-ки, она у нас биколорная, то есть здесь, как вы уже можете видеть, есть и холодные, и теплые светодиоды. Кстати, еще по комплекту у нас имеется крепление для вот этого блока управления. Цепляется оно на такой вот холодный башмак, далее прикручивается, и здесь с помощью вот такой струбцины вы можете далее прицепить это на стойку или на экстеншн, или куда вам будет уже удобней. И также есть еще одна очень важная деталь, это вот такой вот крепеж, который у нас раскрывается следующим образом. И он служит нам для того, чтобы эту LED-ку можно было сделать максимально ровной и, в принципе, использовать ее в качестве рисунка в ваших видео. То есть использовать ее просто для съемок интервью. Кстати, мы уже довольно-таки большое количество интервью сняли с использованием данного света. Здесь вот эта вот гибкая история, она пластиковая. Вот, ну такой довольно-таки прочный пластик, хотя вроде и на металл похоже, но какой-то он не до металл, скажем так. Но если вы его снимете, здесь имеется крепление под extension, под grip head, точнее, вы сможете просто это на grip head прицепить без вот этого вот посредника. Ну и далее берем нашу LED-ку, и здесь у нас имеются специальные крепежи. Во-первых, есть резинки, и мы под эти резинки в специальные кармашки цепляем вот эти направляющие. Не всегда это с первого раза получается. Немножко натягиваем. Все, теперь у нас готова наша гибкая LED-панель. Она даже немножко в кадр не влазит. Вот таким вот образом. И вот кабель подключения. То есть, в принципе, это у нас уже готовое устройство. Давайте сейчас чудо монтажа, и она появится рядом и тут со мной уже на стойке. Чудеса монтажа, и как бы гибкая LED-панелька у нас уже на стойке. Кстати, это самая обычная стойка, она в принципе ее без проблем выдерживает. Что нам нужно далее для подключения? Можно это сделать двумя способами. Способ номер один — это розетка, но мы с вами будем использовать V-маунт, и давайте покажу, как выглядит водонепроницаемый V-маунт. Итак, если мы снимаем просто с этим прибором в каких-то полевых условиях, то достаточно вот такого компактного V-маунта. Это опять же V-маунт от Sweet на 98 Вт-часов, 14,4 вольта у нас здесь есть, модель PBS98S, если вам это о чем-то говорит. Здесь помимо того, что есть два детапа, здесь есть еще обычный USB-A, что позволяет нам просто использовать эту банку как Powerbank и не только как V-маунт. Два детапа, опять же под резиночками, но он не водонепроницаемый. Зато здесь есть иконочка самолета, то есть вы можете спокойно эту баночку брать с собой в самолет. Мы подключаем это все в нашу стойку, как мы видим, сразу все включается. Давайте
на 1% сделаем и немножко позже поговорим про сам пульт управления. Ну а что касается водонепроницаемой банки, мы ее уже показывали в обзоре на LED-панель Свит. Можете здесь посмотреть обзор. Это у нас 290 Вт часов, вот такой вот аккум. Он здесь у нас показывает в процентах и даже в часах может предугадать, сколько он проработает. В случае же с этой банкой, она у нас идет уже немножко по продвинутее, скажем так, и мы видим, что на минимальной яркости у нас проработает наша банка 20 часов. Если же мы сейчас давайте выкрутим на максимум, то данная банка проработает 59 минут, то есть около часа, в принципе, что очень даже хорошо. Давайте проверим, вот сейчас выставим 2700, проработает 0,58 минут, и поставим 6500, 0,58. То есть вне зависимости от того, какие диоды вы будете использовать, у нас наш свет проработает одинаковое количество времени. Это тоже очень хорошо. Значит, что касается самого блока управления, я его также попробую подснять покрупнее. У нас здесь есть две крутилки, как я уже говорил. Это крутилка диммер, которая настраивает яркость, и это крутилка цвет температура. То есть у нас доступно от 2700, когда работают только теплые диоды, и до 6500. Естественно, они между собой переключаются, я думаю, вы будете это хорошо видеть. Кстати, иногда взгляд у меня уходит вниз, здесь у меня лежит телефон, на котором я контролирую, чтобы у нас в кадре все было хорошо. В общем, по управлению в принципе все. Вы также можете настроить здесь DMX управление, у нас сверху имеется DMX in и DMX out, опять же PTP-новые коннекторы. Все, что нужно сделать для того, чтобы настроить DMX, это мы зажимаем нашу клавишу верхнюю, и здесь мы можем выбирать DMX канал, и если мы зажмем нижнюю, мы можем выбирать группу нашего DMX, то есть в какой группе мы будем работать, в первой, или же, например, поменять ее на какую-то другую, также есть возможность. Ну и давайте самое интересное, проведем небольшой тест. Для этого я сейчас постараюсь выключить весь свет, который есть вокруг меня. Значит, первым делом мы отключаем приборы, которые светят на меня. Выключаем модель. Выключаем основной прибор. У нас остаются только приборы по кадру сзади, но я думаю, что они нам в принципе для изменений мешать не должны. Давайте сейчас немножко добавим свет, и буду я мерять температуру с помощью вот такого приборчика Luma. Кстати, мы с помощью этого приборчика также меряли панель Свит, и там были отклонения, поэтому интересно сравнить еще также с этой панелькой. Давайте включим сейчас захват экрана, чтобы вы могли видеть, какие же цифры у меня показывает приложение. Пишем Luma, открываем и меряем нашу панель. Она у нас показывает 2570, да, 2580 у нас показывает наш приборчик. Давайте покрутим где-то на 5000, обычно мы при 5000 на ней снимали с помощью нее. Крутим 5000. И здесь уже 4920, то есть уже ближе. И крутим в 6500. 6100 у нас показывает, и почему-то даже есть на 1/10 смещение в green. Ну и давайте поставим что-нибудь средненькое, типа 4500, 4480. То есть в этом направлении панелька работает хорошо. Возвращаем наш свет. В принципе, наверное, это все, что можно было рассказать про данный прибор, но нет, у него есть еще интересный модификатор. Давайте покажу, как он выглядит. Выглядит это следующим образом. Это вот такая вот сумочка, которая идет, кстати, не знаю, она идет в комплекте или нет. Я перед выпуском обзора обязательно это уточню и напишу об этом в описании. Что мы здесь можем найти? Здесь мы можем найти один софт, другой софт, рамка и также специальные вот такие вот палочки, которые вставляются у нас обычно в софтбоксы для того, чтобы всю эту историю натянуть. Как это работает? Мы просто берем вот такую рамку, у нее есть передняя и задняя сторона, естественно, и мы ее растягиваем на наш светильник. Главное сделать это правильно. Поскольку сама лайтка у нас не совсем квадратная, а люди, которые знают геометрию, называют данную фигуру прямоугольник, то нам нужно правильно угадать с частями нашего софтбокса. Все, мы собрали, и теперь он выглядит следующим образом. Да, вам все хорошо видно. Теперь, после того, как вы установили данную конструкцию, устанавливается следующая история.
это вот такой вот рассеиватель. Здесь у нас есть липучка, по которой вы все это проклеиваете. И в принципе уже даже в таком наборе можно это использовать. Единственное, что я не пропустил провод сзади, но это можно сделать. Вот, в принципе, вот таким образом вы уже можете использовать. Давайте включим. Довольно-таки уже мягкий свет получается. Вот, давайте еще немножко назад отодвинем и посмотрим, что у нас есть еще дополнительно. Это вот такой вот софт, который делает это еще мягче. У меня здесь почему-то был такой пластик, который очень сильно попадал под руки и делал такие небольшие пластиковые занозы. Поэтому, когда вы будете первый раз использовать, пользуйтесь аккуратно, максимально. У нас имеется здесь внутренняя сторона, где есть резиночка. И мы с вами все это дело продеваем в специальные пазики. Вот у нас здесь есть такие металлические, вставляем одну сторону. Так, поправляем, чтобы этот изгиб у нас был вовнутрь. Ну и теперь ту же самую процедуру проделываем с вторыми двумя стержнями. И вот так у меня почти полностью в кадре перекрывает этот софт, но вы видите, что он довольно-таки большой и свою роль рассеивать свет он будет выполнять на ура. Он также цепляется у нас на липучке, поэтому мы тот предыдущий софт цепляли немножко вглубь. Не буду застегивать сейчас на все липучки, но суть в том, что это будет выглядеть следующим образом. Давайте немножко боком поверну, чтобы вам было видно. Вот так, то есть у нас из плоского светильника это все превращается вот в такой небольшой софтбокс. И вот с таким сетапом мы снимали несколько женских и мужских портретов, то есть это были обычные интервью, ссылочки оставлю в описании, сможете перейти посмотреть, там уже материал покрашен, но в принципе данный светильник очень хорошо рассеивается, здесь мы, конечно, этого не увидим. Ну и, кстати, еще с помощью вот этого светильника вот в таком вот сетапе было снято предметное видео, ссылку на него также оставлю в описании под этим видео. Там использовался только вот этот прибор и еще два светильника Aputure MC, который сзади меня, и Aputure B7C. Это такая лампочка, которая также работает просто от аккумулятора. Лампочкой мы светили на фон, а апутуркой мы MC-шкой светили на контровик. Это же у нас был основной рисующий свет, и в принципе он со своей задачей справился на ура. Кстати, здесь у меня еще аккомпанемент батареи под коленками, поэтому иногда она будет стучать. В принципе, по данному светильнику все. Это был обзор у нас на портативный гибкий LED свет SL150P от компании Sweet. Ну и наконец оставил, конечно же, самое интересное. Это польем этот светильник водой. Давайте проверим, справится он, выживет или нет. Дабы потом не сушить долго эту конструкцию, я снял с нее все обмундирование. Цепляем сюда V-mount, который у нас водонепроницаемый. И сейчас попробуем налить на нее воду. Ну и как вы могли подумать, я пью чай. Нет, сейчас будем тестировать LED-панель. Давайте ее включим. Я надеюсь, хозяин этой квартиры меня простит. В принципе, тут плитка. Поэтому давайте сначала просто как-то так побрызгаем, наверное. А так, наверное, не сильно интересно. Сейчас давайте попробуем. Предлагаю начать сначала с вот этого блока. У нас здесь сверху, кстати, открытые порты DMX. И вот, кстати, интересно вообще, в принципе, что с этим всем происходит. Но, как мы видим, вот так льем. И, в принципе, нигде ничего не замыкает. То есть, все окей. Вот мы видим полностью мокрое все. Но все работает хорошо, все параметры крутятся. Температуру я могу изменять, все могу изменять. То есть в этом плане у нас работает все хорошо. Давайте еще попробуем над панелькой немножко поиздеваться. И немножечко польем. Холодненькая пошла. И вот сейчас мы видим живой тест. Видим, панелька перестала светиться. И это уже загадка очень большая. Она же водонепроницаемая должна быть. То есть, видимо, где-то все-таки что-то у нас отказало. И я подозреваю, что это произошло именно вот здесь в соединении. Давайте сейчас немножко подождем. Возможно, она просто ушла в защиту. Вот все, в принципе, она включилась.
Я думал, что мы ее уже сломали. Кстати, интересно, почему она выключилась. Мы ее ни разу не тестировали в воде, то есть это был первый раз. И как мы видим, она у нас немножко где-то ее подклинила. Но опять же, под небольшой моросящий дождь, я думаю, что все будет работать исправно. Ну и так, можно сказать, на коленках подвожу итог, поскольку здесь болото, его нужно вытирать. Ну а за вот такой вот эксперимент прям в квартире ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был Даня, канал TechUnion. Всем хорошего настроения. Пока-пока.